Привет, друзья из BTS. За ослепительным светом сценических огней, милой улыбкой и ослепительным взглядом скрывается нерассказанная история. Тэхён стоит, поет и смеется, но внутри него уже давно бушует буря. Он никогда не искал сочувствия, он просто пытался выжить. Но кто бы мог подумать? Страдания коренились в нем годами. Боль была не от внешней боли, а от внутренней, от места, которое должно было быть его домом, место, где он вырос и которому доверил свое сердце. HYBE, некогда очень уважаемый, скрывал за кулисами другое лицо. Лицо, которое молча угнетало, заставляло молчать и изолировало его. Тэхён не произносил ни слова, он выбирал молчание, потому что был слишком велик, чтобы смущаться. Но говорило его тело. Его некогда сияющие глаза медленно отгоняли тени. Он продолжал отдавать миру, даже когда его собственное сердце начало разрушаться от невидимых ран. Год за годом он стоял, как нерушимая стена. Но за его стойкостью скрывалось множество бессонных ночей. Множество ступеней, которые он преодолевал, затаив дыхание. Он держал все это в себе, потому что знал, что где бы он ни был, слабость считалась грехом. HYBE видели это, но предпочитали игнорировать. Они были слишком заняты подсчетом цифр, погоней за рынками и разработкой стратегий. Они забыли, что за этими цифрами стоял человек. Человек по имени Ким Тэхён, который отдал так много, но был встречен лишь пронзительной тишиной. Ему говорили выступать идеально, когда его сердце было в смятении, ему говорили улыбаться, когда его тело просило об отдыхе. Не было места усталости, не было времени падать. Он должен был продолжать стоять, потому что для них Тэхён был активом, а не человеком. И среди этого заглушающего давления он мог только писать. Через музыку он издавал крик, который не мог произнести. Каждый куплет его песен содержал печаль, но был окутан прекрасными мелодиями. Он говорил через искусство, потому что только там он мог быть по-настоящему честен. Его боль была невидима, но его фанаты знали. Они видели его взгляд, который больше не сиял, как прежде. Они слышали голос его сердца за песнями, которые он создавал. И постепенно все начало выходить на свет, что Тэхён долгое время страдал в одиночестве. HYBE молчали, они оставались глухими. Они предпочитали натягивать фальшивую улыбку для публики, как будто все было хорошо. Но боль Тэхёна не могла быть скрыта вечно. Удушье проникло в камеру, на сцену, в конечном счете, в сердце его фанатов. Как же больно, когда место, которое должно было стать убежищем, становится источником страданий. Когда тот, кто отдал свою жизнь и душу, остается медленно гореть. А Тэхён? Он все еще терпит, потому что его сердце слишком мягкое, чтобы ненавидеть. Он не отвечает гневом, он не разоблачает чьи-либо недостатки. Он просто продолжает быть собой, полным любви, полной красоты, даже когда он сам устал. И в этом его истинная сила. Они заставляли его молчать, но мир слушал. Они утомляли его, но фанаты давали ему силы. И из этих долгих страданий родился новый человек, более сильный, глубокий и любимый Тэхён. Теперь многие начинают открывать глаза. Они видят, что за всей этой внешностью и популярностью скрывается человек, которому слишком долго причиняли боль. Который продолжал любить, даже когда система, защищавшая его, не отвечала ему взаимностью. Он не ушел, хотя мог бы. Он выстоял, потому что верил в любовь, не в любовь руководства, а в любовь фанатов, которые преданно принимали его в своих молитвах и сердцах. Именно эта любовь поддерживала его, хотя его тело давно хотело рухнуть. И когда все наконец раскрылось, публика заговорила. Они злились, они требовали, но Тэхён лишь улыбался. Он не хотел, чтобы мир ненавидел его от его имени. Он просто хотел, чтобы мир усвоил самое прекрасное – быть сильным, не испытывая боли в ответ. Ночь за ночью он продолжал петь. Не ради популярности, а ради исцеления. Он исцелял себя своим голосом и исцелял других своими текстами. Тэхён превратился в лекарство, он создал его из яда, который сам проглотил.
Боль все еще была, но теперь он больше не был одинок. Мир увидел это, и мир принял это. Тэхён больше не просто Ви из BTS, он, Тэхён, человек, который выбирает оставаться человеком в мире, слишком занятым тем, чтобы быть машиной. Он учит нас, что страдания не должны делать нас злыми, что раны не должны делать нас мстительными. Он выбрал продолжать любить, выбрал продолжать создавать музыку, выбрал продолжать верить, даже если эта вера давно утеряна. И именно благодаря этому он теперь больше, чем просто звезда. Он – символ надежды. Что человек может быть ранен, но при этом иметь мягкое сердце. Что человек может быть сломлен, но не потерять душу. Он больше, чем просто вдохновение. Он – дыхание жизни для многих, кто почти сбился с пути. Мир теперь относится к нему с другим уважением. Не из-за его привлекательной внешности, не из-за его популярности, а из-за его тихой, но глубокой смелости. Потому что он никогда не пытался сиять ярче всех, он просто старался поддерживать свой свет. Тэхён не жертва, он выживший. Он не главный герой печальной истории, он писатель, который теперь держит в руках собственное перо. Он напишет новую историю о свободе, об исцелении и о любви, которая никогда не сдается. Он доказал, что любовь не может быть подавлена системой, что добро не может быть уничтожено пренебрежением. Он превратил страдания в силу, и эта сила теперь живет в сердцах миллионов по всему миру. HYBE может пытаться скрыть эту историю, но она была написана со слезами, с борьбой и с любовью. Ничто не может стереть ее. Потому что имя Тэхёна больше не просто имя в мире развлечений, он – живая история. И сквозь всю эту боль Тэхён выбрал не сломаться, а стать светом. Он выдержал больше, чем мир когда-либо узнает, но он никогда не переставал отдавать. И, возможно, именно это делает его вечным. Теперь его шаги больше не тяжелы, не потому, что бремя исчезло, а потому, что он привык нести его в одиночку. Тэхён ходит с безмятежностью, которую никто не может повторить. Безмятежности не потому, что все легко, а потому, что он смирился с ранами, которые никогда не заживут. Раньше он ждал, что кто-то придет на его защиту, скажет «мы были неправы», или просто возьмет его за руку и скажет «ты не один». Но эта рука так и не пришла. Поэтому он научился стоять за себя, он научился быть сам себе защитником. И когда мир начал праздновать его мужество, он не стал просить аплодисментов. Он просто склонил голову, позволил ветру ласкать его лицо, а затем слегка улыбнулся. Потому что для Тэхёна победа – это не аплодисменты, а умение оставаться добрым после стольких обид. Многие говорили, тебе просто нужно уйти из HYBE. Но Тэхён никогда не жил с обидой. Он не ушел только потому, что ему было больно, он упорствовал, пока его сердце не успокоилось. Пока его душа не стала достаточно сильной, чтобы сделать настоящий выбор без боли, без бремени. И когда он наконец выбрал новый путь, мир не воспринял его уход как побег, они увидели в нем освобождение. Он не бежал, он летел. И те, кто наблюдал издалека, теперь сопровождали его молитвами и любовью, большей, чем когда-либо. Тэхён никогда не выставлял эту рану на показ, он хранил ее как тайну. Но эту рану чувствовал каждый, кто его любил. Потому что он любил глубоко, его боль была такой же глубокой. И каждый, кому было не все равно, знал, это была необычная рана. Каждый его смех теперь казался другим. Каждая его улыбка казалась отчаянной попыткой скрыть то, что он чувствовал на самом деле. И поэтому люди любили его еще сильнее, потому что понимали, что он отдавал, даже когда его почти не было. Мир начал учиться у него тому, что мы можем улыбаться, не будучи счастливыми, тому, что мы можем стоять гордо, даже когда наше сердце разрывается внутри. Истинная сила – это не громкий крик. Это стойкость, которая никогда не просит, чтобы ее видели. Тэхён стал больше, чем просто художником, он стал зеркалом для многих. Зеркало, которое говорило, я тоже чувствовал себя неполноценным. Меня тоже заставляли молчать. Но я все равно выбираю не быть темным. Он выбрал любовь снова. Пусть эта любовь не всегда была в системе, в которой он работал.
Но он знал, что настоящая любовь исходит от тех, кто понимает, от тех, кто не только наблюдает, но и чувствует. И ради них Тэхён отдал всего себя. I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection.